Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня будем вместе с вами вязать очень красивый узор спицами волна. Мне этот узор очень понравился. Посмотрите, какая красивая у него фактура, выраженные волны. И мне нравится, как смотрятся ажурные полоски в сочетании с плотной вязкой и выразительный узор получается. Я думаю, такой узор отлично подойдет для вязания весенних и летних кофточек, платьев. Он будет прекрасно смотреться и комфортно. Такое полотно подойдет для вязания легких вещей. Я вяжу из полухлопка, можно взять пряжу потоньше, тоже будет хорошо смотреться. И раппорт узора в ширину составляет 14 петель плюс 1 плюс 2 кромочных, в высоту повторяется 4 ряда. И сейчас подробно покажу процесс вязания. И, кстати, обратите внимание, что низ получается волнистым. Я не делала паровую обработку, поэтому и край не закручивается. Вот можно вязать таким узором, начинать низ изделия, будет красиво смотреться и край не закручивается. Начинаем вязание. Набрав нужное количество петель, поворачиваем работу наизнанку, и первый ряд будет проходить по изнанке, но мы провязываем его лицевыми петлями. Первую кромочную снимаю и далее все петли вяжу лицевые. Начинаю вязать второй ряд, повернув работу на лицевую сторону. В этом ряду первая кромочная и все петли вяжу лицевые. То есть первый, второй ряд, можно сказать, одинаковый. Я закончила вязать второй ряд, поворачиваю работу и здесь по изнанке вяжу уже все петли изнаночными. Первую петлю снимаю и все петли провязываются изнаночными. Четвертый ряд, по лицевой стороне мы начинаем вывязывать ажурный рисунок. И лучше в этом ряду использовать еще крючок. В начале ряда тут лучше начать вязать крючком. Первую петлю снимаю, и первые 4 петли нужно провязать вместе одной лицевой. Снимаю на крючок 4 петли, подхватываю рабочую нить и протягиваю ее сквозь 4 петли. И теперь 2 петли с крючка переснимаю на спицу. Такое начало вязания. И далее начинается повторение раппорта узора. Провязываем лицевую и делаем накид. Так повторяем всего 6 раз. То есть первое повторение сделала, далее лицевая, накид, третья лицевая, накид, четвертая лицевая, накид, пятая лицевая, накид, шестая лицевая, накид, седьмая петля вяжется лицевой. Можно сказать, половина раппорта провязана. Далее следующие 7 петель нам необходимо провязать вместе одной лицевой. Для этого с помощью крючка переснимаю 7 петель на крючок, подхватываю рабочую нить, протягиваю ее сквозь все петли, стараюсь подтянуть нить, чтобы она не была слишком свободной, не была слишком длинная петля, и переснимаю ее на спицу. Раппорт узора в ширину закончен. Далее идет повтор. 6 раз повторяем лицевая, накид, далее провязывается лицевая, и всегда у меня здесь идет последний раппорт узора, то есть обычно мы провязываем 7 лицевых вместе одной петлей, но в последнем раппорте узора мы провязываем 4 петли одной лицевой, так как в начале ряда мы уже сделали убавки. 4 петли переснимаю на крючок, провязываю их одной петлей
и переснимаю эту петлю на спицу. И последняя петля кромочная. 4-й ряд завершен. Далее поворачиваю работу наизнанку и 5-й изнаночный ряд, 1-я петля кромочной, и все петли провязываем лицевыми, все петли и все накиды. И по сути 5-й ряд это у нас начало нового раппорта в высоту. Я уже вяжу 6-й ряд узора в высоту, и этот ряд идет как 2-й ряд раппорта в высоту. Здесь мы вяжем все петли лицевые. Следующий 7-й ряд идет по изнаночной стороне, 1-я кромочная, и в этом ряду все петли провязываю изнаночными, и он идет как 3-й ряд узора, 3-й ряд раппорта в высоту. 8-й ряд в высоту вяжем точно так же, как 4-й ряд. 4-й ряд раппорта в высоту. И лучше начинать вязание крючком. 1-я петля кромочная снимается, далее 4 петли переснимаю на крючок и провязываю их вместе одной лицевой. Для этого подхватываю рабочую нить и протягиваю через 4 петли с крючка. И далее 2 петли с крючка переснимаю на спицу. После начинаю вязать раппорт узора в ширину. Провязываю 6 лицевых, после каждой лицевой делаю накид. Далее 7-я лицевая петля, и после 7 петель переснимаю на крючок и провязываю их вместе одной лицевой. Захватываю рабочую нить крючком и протягиваю сквозь все петли. И затем переснимаю петлю на спицу. Повторяется раппорт. При вязании последнего раппорта в конце ряда 4 петли провязываем вместе. И последняя кромочная. Далее поворачиваю работу, и начинается новый повтор узора, как с 1 по 4 ряд.